Ох, я тебя не могу поднять. Не могу я тебя поднять. Друзья, привет! Мы сегодня на Горской, так называемой, это Северная дамба, Санкт-Петербург. Горской ее назвали в честь одноименной станции, другими словами, Северная дамба. Сегодня мы собираемся немножко половить на фидер, лещ, подлещик, как пойдет. Ближайшее место парковки находится вот там, где стоит автомобиль. В принципе, здесь метров 200. И ты уже попадаешь на первую точку лова. Но мы пойдем дальше. Мы пройдем через створ сверху и сядем уже за створом. После первого створа ситуация выглядит вот так. И, в принципе, тут уже можно в любом месте садиться. Мы пройдем чуть подальше от створа. Там течение должно быть поменьше. И рыба побольше. Но это нам еще предстоит выяснить. Я думаю, что мы остановимся здесь. В прошлый раз я подглядел, как тут мужики таскали огромных клещей и карасей. Но, возможно, они были более удачливые, чем я. Но, в принципе, место неплохое вроде. Правда, срач тут. Даже кровать тут и выбросил. Ай-яй-яй. Как так можно? Не самое мое любимое место, потому что здесь все в камнях. Вечно шум от автомобилей, от КАДа и сильный ветер зачастую. Сегодня еще добавилось сильно подводное течение. У меня кормушки 80 грамм. Их сносит моментально. Они еще не успевают до дна дойти и уже уносят к соседям. Я буду использовать оснастку инлайн, так называемую. Это разящая на карабине кормушка. Фидергам, чтобы не было случайного обрыва. Ну, хотя у меня леска 0,15, обрыва быть не должно. И 10-й крючок. Синенький, уже повидавший, но зарекомендовавший себя. Так, по насадкам, по прикормке у меня все достаточно просто. Блэк Брима Дунаева. Черный лещ, мой любимый. Я, по сути, ловлю только на него. Мне другого не надо. На него приходит достаточно крупный экземпляр. Мелочь всякую там, типа плотвы, я не люблю вообще, в принципе, ловить. Вот, поэтому эта прикормка закрывает мне все мои вопросы. Значит, отварили пшена. Пшено с кукурузой, с молотой. Сделано для того, чтобы, ну, во-первых, приманить рыбу, во-вторых, мелко, чтобы тоже отсеклась. Чтобы она наелась, пшеночки, и уплыла. Вдобавок обязательно мотыль. Я понял, что с мотылем намного круче. Всякие ерши отстреливают моментально и на крючок не идут. Нам они не нужны. В общем, такая каша-малаша. Сейчас добавлю воды, ловить будем. Опарыш хорошо себя здесь показал. Белый, красный. Есть еще червь. Но на червь у меня приходит чаще окунь. Сегодня нам нужен лещ. Без миксера обойдусь, руки я могу вымыть. Без шуруповертов. Кучу пачек я тоже не вижу смысла покупать, закармливать рыбу. Тут уже все давно закормлено. Тут уже рыбаки меняются просто. Одни уходят, другие приходят. Мне, я думаю, вот этого хватит спокойно до конца дня. И рыбу я свою тоже поймаю. И не надо мне тут 5 мешков мешать. Все, готово. Взял кукурузу. На всякий случай еще попробую, может быть, карась получится. Все, моем руки и готовимся. Every cast a hope when you fishing tails and skies so blue.
таким вот образом у нас гуляет кончик при ветре, а ветер здесь сильный, и поэтому неопытному или начинающему, точнее, рыбаку не всегда легко понять, клюет это или что вообще. Вот сейчас просто тянет кормушку по дну. Ее реально тянет, причем утянуло очень далеко уже и быстро. Сносит просто моментально кормушку 80 грамм, только я ее закинул, ее сразу снесло. А народ цепляется постоянно из-за большой волны. Слишком близко сидят. Надо дистанцию соблюдать. Вот кормушка только приземлилась на дно и еще отскакивает от него. В припрыжку еще бежит. Сразу, конечно, хочется дернуть ее, но это не так. Она сейчас успокоится и приляжет немножко. Поначалу, когда касается дна, начинает на волнах скакать и кувертит, фигачить. Терпение. Нет. Есть. Так, первая рыба. Ну, на посолся идет. Первая. Садок. В общем, поймали только что первую рыбку. Течение лютое. Кормушки 80 грамм у меня сносит. Я не был к этому готов. Поэтому чисто на интуиции на одной ловим. Я кладу удочки вообще горизонтально, просто на землю. Иначе, если бы они стояли на подставке, их просто ветром колошматило, как вички, и вообще бы ничего не понятно было. Сейчас у них работает QWERTY, просто краешек, и надо ориентироваться на него. Трава вот эта приходить с ветром, то ли от температуры. Каждый раз приходится чистить удочку перед забросом. Поехали. Это что, тоже поклевка, что ли? Да, похоже. Да, что-то есть. Но успела приземлиться. Не, ничего нету. Цепчик. Если какое-то время не клюет, минут 5, максимум 7, то надо перебрасывать. Возможно, кормушку просто снесло течением в кусты, или крючок зацепился за что-нибудь. А возможно, сидит какая-нибудь маленькая рыбка уже, которого не заметили просто. В любом случае, каждые 5 минут надо доставать и перезакидывать. Иначе просто можно просидеть, прождать погоды в море. Вот я сейчас достал. Но видно, что рыба жамкала какая-то. Я просто решил подождать немножко, и вкус залетел. Крючок. Его тяжело было найти там, скорее всего, рыбы, поэтому долго поклевок не было из-за травы.
значит, вы на ужин, да, все пришли, похоже. Сейчас зуб выдеру. А вот и похлевочка. С какой стороны идешь? С этой? Леска выдержала. Здорово, дружочек. На тоненького, да, зашел? Кашку собрал. Сейчас я тебя отпущу. Ну, отпускать я тебя, конечно, не буду. Но крючок я достану из себя. Все. Рыба. Только что пришел у нас один пассажир на 4 белых опарыша. Из самых глубин кидал подальше. Попробуем повторить. 4 белых. Я не думаю, что это панацея и что ему какой-то цвет больше нравится или какое-то количество. Просто он там был рядом. Кормушка прошла мимо него, скорее всего, течением. Ну, и он схватился за это. В любом случае, попробуем то же самое все сделать. Знаете, 5-го. О, клюет, ребята, клюет. Клюет, хороший клюет. Хороший был, но, по-моему, всплыл. Нет, есть. Шел доставать. И с разбегу, давай, с разбегу. Пошел. Ох, я тебя не могу поднять. Не могу я тебя поднять. Все. Ушел. До свидания. Ласковый Мишка. Вот так вот без подсака. Так вот без подсака. Ближе к вечеру волна ушла. Течение как будто тоже ушло. Стало поспокойнее намного. Почему-то плотва вся больная вот здесь, в этих точках черных. Вот она. Я не знаю, в Финском заливе вот она больная какая-то. Одновременно бросил 2 удочки в одно и то же место. Это с красным опарышем, это с белым. Сравним. Ух ты, ё. Как бил. А? Да. Что-то есть. Что-то есть. Неплохое. О, хорошее. Ой, хорошее.
Да, Ну, короче, видели сами. С отрывом победил белый опарыш. Покупайте подсачники, короче. вот это точно клюет. Возвращаемся домой. Не так, что много половили, но были интересные моменты. Почему-то они у меня сходились все уже у берега. Я знаю почему. Все надо подсак с собой брать. В целом неплохо.